Она ворвалась в мир детской моды стремительно и мгновенно обрела миллионы поклонников во всем мире. Малышке Айры Браун было всего 2 года, а она стала одной из самых узнаваемых и успешных моделей. Ее называли «живым ангелом» и «куклой Барби», и она на самом деле была на них похожа. Белокурые волосы, огромные голубые глаза, миловидное личико и обаятельная улыбка неизменно вызывали умиление. Родители Айры Браун обратили внимание на необычную внешность девочки еще в то время, когда она была очень маленькой. При этом малышке всегда нравилось внимание. Она с удовольствием меняла наряды и готова была позировать перед фотоаппаратом по несколько часов без перерыва. Когда Айре исполнилось 2 года, мама решила отвезти ее на кастинг в детское модельное агентство. Расчет полностью себя оправдал. Яркая внешность, непосредственность и спокойное отношение к вспышкам фотокамер и шуму делали из Айры идеальную модель. С родителями малышки сразу же заключили контракт, а фотографии девочки мгновенно распространились в сети, вызвав бурю восторженных отзывов как от фотографов, так и от простых людей. Детские бренды боролись за право заполучить маленькую модель для участия ее в рекламных кампаниях и показах. Цель родителей Браун была достигнута. Об их дочери узнал весь мир, и она в одно мгновение стала знаменитой. Самое удивительное, что сама Айра явно получала удовольствие от своей работы. Она практически никогда не капризничала, терпеливо сидела в кресле парикмахера, послушно ждала, пока ей нанесут макияж, и выполняла все указания фотографов. Внешностью очаровательной девочки окружающие восхищались. Правда, неизменно находились и те, кто был готов нещадно критиковать. Не саму Айру, а ее родителей. Дело в том, что участие в фотосессиях и показах требовало поддержания внешности на должном уровне. Поэтому девочка уже в столь юном возрасте посещала солярий, ее волосы, недостаточно светлые от природы, доводились до нужного оттенка при помощи краски, а на нежное детское личико, конечно, наносили макияж. Именно за это маму Айры постоянно критиковали, а еще за нещадную эксплуатацию детского труда. Робкие попытки оправдаться тонули в количестве возмущенных комментариев. Даже тот факт, что Айра работает на показах и в фотостудиях с огромным удовольствием, не снижал градус накала общественного мнения. Тогда родители Айры избрали другую тактику. Они попросту перестали реагировать на критику и иногда довольно злобные комментарии. Мама и папа девочки во всем поддерживали свою дочь. Айра Браун стала самой высокооплачиваемой маленькой моделью и принесла своей семье многомиллионный доход. При этом родители девочки не прибегали к откровенно вредным для здоровья малышки методам. Если она уставала, в работе делали перерыв, никаких напитков, содержащих кофеин, и энергетиков она не употребляла. К тому же мама девочки строго следила за тем, чтобы дочь нормально питалась, никогда не заставляла ее сидеть на диетах. Со временем Айра, как и все девочки ее возраста, пошла в школу, внешность ее стала меняться, и она перестала напоминать живого ангела. Тем не менее, даже немного повзрослев, Айра Браун вовсе не собиралась отказываться от своей работы модели. В свободное от учебы время она все так же выходит на подиум и участвует в фотосессиях. Да, теперь ее снимки уже не вызывают такую же волну умиления, как 10 лет назад. Да и живым ангелом ее уже никто не называет. Впрочем, самой Айре это уже и не нужно. Она просто получает удовольствие и надеется, что в будущем сможет все так же заниматься любимым делом. Правда, она сама и ее родители не исключают возможности выбора совсем другой профессии, а не карьеры взрослой модели. Но впоследствии Айра сможет себе позволить учиться в любом, даже самом престижном университете. Ведь финансовая возможность для этого у нее есть уже сейчас. Айру в западных СМИ называют мультимиллионером и даже не берутся оценивать ее состояние.
которым по большей части распоряжаются пока родители девочки. По сути, Айра Браун могла бы уже почивать на лаврах, но она по-прежнему, как и в двухлетнем возрасте, радуется не только результатам, но и самому процессу работы. А еще девочка отличается вдумчивостью и уже сегодня задумывается о ценности нормальных человеческих взаимоотношений. Она способна выставить в социальной сети далеко не самый удачный свой снимок, предложив подписчикам увидеть красоту души в ее глазах. Для подростка это весьма смелый и даже неожиданный эксперимент. Мама Айры по-прежнему называет ее своим ангелом и не устает благодарить судьбу за появление дочери на свет. По мнению мамы, Айра отличается не только привлекательной внешностью. У нее доброе сердце и мудрая душа. 12-летняя девочка удивляет своей ответственностью и самостоятельностью. Она искренне любит людей и умеет мечтать. Несмотря на то, что она стала известна в очень раннем возрасте, Айра вовсе не подвержена звездной болезни. Она нисколько не высокомерна и остается нормальным ребенком, способным на сопереживание и сочувствие к окружающим. К счастью, Айра ни разу за свою десятилетнюю карьеру не пожалела о том, что родители когда-то привели ей на кастинг. Правда, далеко не у всех маленьких моделей судьбы складываются столь же успешно. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.